Быть актрисой в Корее значит находиться под постоянным вниманием миллионов зрителей. Но за блеском экранов скрываются непростые решения. Некоторые из самых любимых актрис решали отойти от славы и карьеры ради семьи, детей и личного счастья. Сегодня мы расскажем о тех, кто выбрал любовь и дом, а не постоянные съемки. 10 место в нашем топе – Ли Мин Джон. Ли Мин Джон – актриса, чья карьера в какой-то момент казалась безграничной. Она стала известной благодаря ярким ролям в романтических комедиях и быстро превратилась в любимицу зрителей. Ее улыбка, утонченность и легкость сделали ее одной из самых востребованных актрис своего поколения. Но ее жизнь резко изменилась после свадьбы с известным актером Ли Бён Хоном. Этот брак стал одной из самых обсуждаемых тем в Корее, ведь Ли Бён Хон не только актер, но и мировая знаменитость. После замужества Ли Мин Джон сделала выбор, который удивил многих поклонников. Она стала гораздо реже появляться на экране. Настоящей причиной паузы стало материнство. После рождения сына актриса почти полностью посвятила себя семье. Для нее семья оказалась важнее съемок и славы. Конечно, фанаты скучали по ее ролям, но уважали ее решения. С годами Ли Мин Джон все же возвращалась в кино и дорамы, но уже с большим выбором. Она брала только те проекты, которые не мешали ее семейной жизни. Это доказывает, что даже будучи успешной актрисой, она сумела поставить семью выше карьеры. Ее история – это пример того, что для настоящего счастья иногда нужно пожертвовать даже самой блестящей карьерой. Именно поэтому Ли Мин Джон занимает 10 место в нашем топе. 9 место в нашем топе – Пак Шин Хе. Пак Шин Хе – одна из тех актрис, которых публика буквально видела расти на экране. Она начала карьеру еще в подростковом возрасте, а к 25 годам уже стала суперзвездой. «Лестница в небеса», «Ты прекрасен», «Наследники», «Пиноккио» – каждый из этих проектов закреплял ее статус главной героини корейских дорам. Но когда казалось, что ее карьера достигла вершины, Пак Шин Хе удивила всех. В 2021 году она объявила о свадьбе с актером Чхве Тэ Джуном. А вскоре стало известно, что актриса ждет ребенка. Это событие перевернуло ее жизнь и на некоторое время отодвинуло карьеру на второй план. После рождения ребенка Пак Шин Хе фактически исчезла с экранов почти на 2 года. Многие поклонники скучали по ее ролям и переживали, не станет ли это концом ее актерской деятельности. Но актриса сознательно выбрала материнство и семью, решив полностью посвятить себя новому этапу жизни. Ее возвращение в 2024 году с драмой «Доктор Сломпе» стало настоящим событием. Фанаты встретили ее с восторгом, ведь за годы паузы она изменилась и внешне, и внутренне. Ее игра стала более зрелой, а взгляд – глубже, что только подчеркнуло ее развитие как личности. История Пак Шин Хе – это доказательство того, что даже в пике славы актриса может выбрать семью и счастье. Она жертвовала карьерой ради того, чтобы стать женой и матерью, и именно это делает ее достойной 9 места в нашем топе. 8 место в нашем топе – Сон Е Джин. Сон Е Джин – это актриса, которую называют королевой мелодрам. Ее карьера наполнена десятками хитов, а зрители привыкли видеть ее в образе женщины с утонченной красотой и глубокими эмоциями. Такие проекты, как «Классика», «Летний аромат» и особенно «Аварийная посадка любви», сделали ее одной из самых узнаваемых актрис Кореи. На пике популярности ее жизнь изменилась. В 2022 году она вышла замуж за Хён Бина, с которым познакомилась на съемках «Аварийной посадки любви». Их свадьба стала настоящим событием для всей Азии, ее называли «свадьбой века». А вскоре после этого актриса родила сына. После рождения ребенка Сон Е Джин практически полностью отошла от съемок. Для нее приоритетом стала семья и воспитание малыша. Фанаты ожидали ее возвращения,
Но сама актриса честно признавалась, что хочет наслаждаться материнством и проводить больше времени дома. Ее трансформация удивила многих, от актрисы, которая всегда выбирала новые проекты один за другим, до женщины, которая открыто поставила семью выше карьеры. Этот выбор стал символом того, что даже в мире шоу-бизнеса есть вещи важнее славы. Сегодня Сон Йе Чжин по-прежнему остается любимицей зрителей, но уже в другом образе, как пример того, что актриса может быть не только звездой на экране, но и счастливой матерью и женой. Именно поэтому она занимает 8-е место в нашем топе. 7-е место в нашем топе – Чон Джи Хён. Чон Джи Хён – актриса, которую еще называют легендой Халлю. Ее имя ассоциируется с огромным количеством хитов, от фильма «Моя дерзкая девчонка», который сделал ее звездой всей Азии, до культовых дорам «Любовь с небес» и «Легенда о синем море». На протяжении многих лет она была символом красоты, стиля и успеха в Корее. Но даже в ее блестящей карьере наступил момент, когда личная жизнь оказалась важнее славы. В 2012 году Чон Джи Хён вышла замуж за Чхве Джуна Хёка, представителя влиятельной семьи, и вскоре после этого стала мамой 2 детей. После рождения детей актриса не исчезла навсегда, но ее появление на экранах стало редким и более выборочным. Она делала длинные паузы между проектами и возвращалась только в те, которые действительно заслуживали ее внимания. Так, ее камбэк в роли отважной воительницы в King Derm Ashen of the North был воспринят как событие. Фанаты заметили, что после материнства Чон Джи Хён изменилась не только внешне, но и внутренне. В ее игре появилось больше глубины, сдержанности и зрелости. Она уже не просто символ романтической героини, а актриса, которая умеет показать внутреннюю силу и настоящую драму. История Чон Джи Хён доказывает, даже самая знаменитая актриса может поставить семью на первое место, но при этом сохранить свою уникальность и статус легенды. Именно поэтому она занимает 7-е место в нашем топе. 6-е место в нашем топе – Ли Бо Йон. Ли Бо Йон – актриса, которую корейская публика ценит за ее элегантность и сильные драматические роли. Она начала путь как модель, но очень быстро нашла свое место в мире дорам. Популярность ей принесли проекты вроде «Моя дочь Сайон» и «Я могу услышать твой голос», где ее игра покорила зрителей искренностью и глубиной. Однако все изменилось, когда Ли Бо Йон вышла замуж за известного актера Чжи Сона. Их брак в 2013 году стал одной из самых обсуждаемых новостей в Корее. Позже в их семье родились дети, и именно тогда актриса решила сделать паузу в карьере. Ли Бо Йон открыто говорила, что материнство и семья для нее важнее, чем постоянные съемки. Она сознательно брала длительные перерывы между проектами, чтобы проводить время с детьми. В итоге ее появление на экранах стало редким, но зато каждое возвращение было особенным событием. Ее камбэки в дорамах, например, в «Мой господин» и «Матерь», доказали, что даже после долгого перерыва она способна вернуть себе внимание аудитории. Более того, ее актерская игра стала еще глубже, зрители отмечали, что в ее образах чувствуется жизненный опыт и внутренняя сила. Ли Бо Йон – это пример женщины, которая смогла найти баланс между карьерой и семьей. Она жертвовала активной актерской деятельностью ради того, чтобы быть рядом со своими близкими, и именно за это ее уважают поклонники. Именно поэтому она занимает 6-е место в нашем топе. 5-е место в нашем топе – Ким Тхэ Хи. Ким Тхэ Хи – одна из самых красивых и популярных актрис Кореи. Она прославилась благодаря дорамам «Лестница в небеса» и «Ирис», где ее образы тронули миллионы зрителей. Ее называли эталоном женственности, и долгое время казалось, что ее карьера будет только набирать обороты. Но все изменилось, когда Ким Тхэ Хи встретила певца и актера Рейна. Их роман стал сенсацией, а свадьба в 2017 году – событием национального масштаба. Вскоре после свадьбы у пары родились 2 детей, и именно тогда актриса сделала выбор в пользу семьи.
На несколько лет Ким Тхэ-хи почти полностью исчезла с экранов. Фанаты скучали по ее ролям, но понимали, что для нее приоритетом стали дети и семья. Ее решение отойти от карьеры ради материнства вызвало уважение, ведь она поставила личное счастье выше славы и контрактов. Возвращение актрисы произошло в 2020 году с дорамой «Хай-бай. Мама». Это был символичный проект, где она сыграла мать, вернувшуюся к ребенку после трагической смерти. Многие поклонники говорили, что ее собственный жизненный опыт сделал эту роль особенно трогательной и настоящей. С тех пор Ким Тхэ-хи выбирает проекты очень выборочно. Она больше не гонится за количеством, а ищет истории, которые будут иметь для нее личный смысл. И именно эта зрелость делает ее еще более любимой у зрителей. Ким Тхэ-хи доказала, что даже на вершине славы можно поставить семью выше карьеры и при этом остаться легендой. Поэтому она занимает 5-е место в нашем топе. 4-е место в нашем топе – Юджин. Юджин – бывшая участница культовой группы S, которая в конце 90-х была одной из самых популярных женских поп-команд. Но после завершения музыкальной карьеры она успешно перешла в актерство. Дорамы «100 дней по принцу», «Теплая и уютная», а также семейные мелодрамы сделали ее любимицей зрителей. Она всегда ассоциировалась с чистотой, добротой и нежностью. Но в личной жизни актрисы наступил переломный момент. В 2011 году Юджин вышла замуж за актера Ки Тхэ Йона, с которым познакомилась на съемках. Их брак стал настоящей сказкой для фанатов. Красивая пара, искренняя любовь и гармония. Вскоре в их семье родились 2 дочери, и именно тогда Юджин сделала выбор в пользу семьи. На несколько лет она фактически исчезла с экранов. Для нее главным стало материнство, и поклонники видели ее чаще в новостях о семейной жизни, чем в актерских проектах. Многие считали, что она уже не вернется в индустрию. Но ее камбэк оказался оглушительным. В 2020 году Юджин появилась в дораме «Пентхаус», где сыграла одну из главных ролей. Эта работа показала совершенно новую сторону актрисы – сильную, эмоциональную и драматичную. Публика была поражена ее глубиной и зрелостью, а сама актриса доказала, что перерыв не только не повредил ей, но и сделал ее игру более настоящей. История Юджин – это пример того, что иногда уход ради семьи помогает раскрыться по-новому. Она жертвовала карьерой ради материнства, но вернулась еще сильнее и популярнее, чем прежде. Именно поэтому Юджин занимает 4-е место в нашем топе. 3-е место в нашем топе – Хан Га-ин. Хан Га-ин – актриса, чья красота и утонченность сделали ее одной из самых популярных звезд Кореи 2000-х годов. Ее карьера быстро пошла вверх после участия в дораме «Лунный свет в облаках», и особенно после исторической драмы «Лунный свет повелевает», где ее образ оставил сильное впечатление у зрителей. Она всегда выделялась особой женственностью и мягкостью, которые привлекали публику. В 2005 году актриса вышла замуж за актера Йон Чжон Хуна. Их союз был редким случаем в корейском шоу-бизнесе – брак, который сохранился несмотря на всю напряженность профессии и пристальное внимание СМИ. После свадьбы Хан Га-ин продолжала сниматься, но постепенно ее приоритеты начали смещаться в сторону семьи. Ключевым моментом стал 2014 год, когда у пары родился первый ребенок. Именно тогда Хан Га-ин приняла решение сделать паузу в карьере и практически полностью исчезла с экранов. Для фанатов это стало неожиданностью. Актриса, находившаяся на пике популярности, добровольно отказалась от предложения ради материнства. Ее возвращение произошло лишь спустя годы. В 2018 году она снялась в мистической драме «Мистресс», где сыграла сложный и многослойный образ. Публика встретила ее с восторгом, отмечая, что в ее игре появилось больше зрелости и эмоциональной глубины. Многие говорили, что пауза и опыт материнства сделали ее актерскую подачу еще сильнее. История Хан Га-ин
это пример того, когда же самые востребованные актрисы могут поставить семью выше карьеры. Ее выбор показал, что личное счастье и гармония важнее, чем бесконечная слава. Именно поэтому она занимает 3-е место в нашем топе. 2-е место в нашем топе – Ли На Йон. Ли На Йон – актриса с особой аурой. В Корее ее часто называли иконой утонченности, благодаря нежной красоте и загадочному обаянию. Ее роли в фильмах «Романтический остров», «Я робот», «Но это нормально» и дорамах начала 2000-х сделали ее любимицей публики. В каждом проекте она умела создавать атмосферу искренности и спокойствия. Однако ее карьера приняла неожиданный поворот в 2015 году, когда она вышла замуж за одного из самых известных актеров Кореи – Вон Бина. Их свадьба стала событием национального масштаба, ведь Вон Бин давно считался идеалом мужчины в Корее, а Ли На Йон – символом женственности. Вскоре после свадьбы у пары родился ребенок, и именно тогда актриса сделала выбор в пользу семьи. После этого Ли На Йон практически исчезла с экранов. Она появлялась крайне редко, выбирая единичные проекты, такие как дорама «Роман», бонусная книга в 2019 году и мини-сериал «One Day Off». Каждое ее возвращение вызывало огромный интерес, ведь публика успевала соскучиться по ее утонченной игре. Фанаты отмечали, что после пауз ее актерская подача стала еще глубже. В ее образах появилось больше сдержанности, опыта и тонкой эмоциональности. Но при этом было очевидно, ее приоритетом всегда оставалась семья. Она открыто говорила, что чувствует себя счастливее, находясь дома рядом с мужем и ребенком, чем участвуя в бесконечных проектах. История Ли На Йон – это пример того, что иногда актрисы сознательно жертвуют карьерой ради тихого семейного счастья. Она смогла сохранить свою репутацию, любовь публики и при этом не предать собственных принципов. Именно поэтому Ли На Йон занимает 2-е место в нашем топе. 1-е место в нашем топе – Ли Йон Э. Ли Йон Э – актриса, чье имя навсегда вписано в историю корейского кинематографа. Она стала мировой знаменитостью благодаря культовой исторической дораме «Часть Чан Гым» «Дэй Джинг Джиум». Этот проект сделал ее не просто популярной актрисой, а настоящим символом Кореи. Миллионы зрителей по всей Азии и за ее пределами восхищались ее красотой, скромностью и актерским талантом. На пике своей популярности Ли Йон Э приняла решение, которое шокировало многих поклонников. В 2009 году она вышла замуж за бизнесмена Чон Хо Йона и вскоре родила близнецов, сына и дочь. После этого актриса практически исчезла из индустрии на долгие годы. Для поклонников это было настоящим ударом, ведь они ждали ее в новых проектах, но Ли Йон Э выбрала семью. Ее долгий перерыв длился почти 10 лет. Она полностью посвятила себя материнству, избегала публичности и крайне редко появлялась на мероприятиях. Многие уже считали, что она навсегда ушла из кино, но Ли Йон Э доказала обратное. В 2017 году она вернулась на экраны с дорамой «Сеймдэнг» «Лик с Дерри», а позже и с другими проектами, где показала, что не утратила своего таланта. Более того, ее игра стала еще более зрелой, спокойной и глубокой. Ее история – это самый яркий пример того, как актриса может пожертвовать карьерой ради семьи, а потом вернуться так, будто время только добавило ей силы и харизмы. Ли Йон Э показала, что истинное счастье не всегда в постоянных съемках и славе, а в гармонии и любви к близким. Именно поэтому она занимает 1-е место в нашем топе. Каждая из этих актрис показала, что даже на вершине славы можно сделать выбор в пользу семьи. Их истории доказывают, истинное счастье не всегда в карьере, а в любви и близких. А теперь вопрос к вам. Чей выбор впечатлил вас больше всего? Напишите в комментариях, ведь ваше мнение делает этот ролик живым.